Друзья, всем привет! С вами снова Алексей Филимонов, и вы на канале Spinning Only. Сегодня мы выехали ниже Печенежского сброса с моим другом Андреем Рыбачевым. Он уже побежал там рыбу искать, а я пока собирал свои комплекты, ультралайтовый и лайтовый. Вот собрал свой комплект TixRam и катушка Stradic FL 2019 года. TixRam после ремонта, друзья, поставили мне вклейку жесткую, я обломал, получается 8 сантиметров вклейки я обломал. Сейчас я вам покажу, как это у меня случилось, чтобы вы были аккуратны и не повторяли ошибок. Получается, как я это сделал. В общем, удилище у меня, поймал я окуня, стояло у меня удилище. И вот представим, вот это вот, да, рыба, которую я сейчас хочу сфотографировать. И вот так вот у меня вот была дужка на катушке была закрыта. И вот столько расстояния было вот до рукоятки. Полметра буквально там было у меня. И вот была рыба. Я ее держал, фотографировал. Она с рук вырывается. И получается на вертикальном опускании рыба резко срывается с рук. И кончик ломается. Так что, друзья, если вы будете фотографировать рыбу, никогда не оставляйте дужку катушки закрытой. Всегда вот так вот ее откройте. Возьмите вашу рыбу, сфотографируйте. Если она вдруг сорвется с руки, просто начнет у вас нитка сбрасываться, и вы не поломаете свои снасти. Вот такой вам, друзья, совет. Ну, начну, пожалуй, с лайтовой снасти. Проверю, как после ремонта тикт отрабатывает. Покажу фоточку, какая была поломка и как получилось. Вот вклейка стоит, жесткая вклейка. Сделал МММ, делали очень аккуратно, все сделали. Как бы я доволен. Посмотрю, как тест удилища не поменялся ли и чувствительность осталась ли прежняя или нет. Ну, все это вы увидите в ролике. Всем приятного просмотра. Сейчас я пришел в конец залива. Здесь меньше ветра и много малька в толще стоит. Для начала начну ловлю в берегу. Попробую ультралайтовое удилище свое. Финеза Корта 632, катушка Shimano Rarenium 2500, шнур EGK Upgrade 0,3. Поводок Intech Furious 0,14, приманка Fishtail Ringer, пассивный червяк и вес 1,5 грамма. Крючок Decoy Single номер 6. Проверим, что здесь у нас по рыбке. Друзья, вода очень чистая, почти такая прозрачная, я бы сказал. Вот малька вижу очень много. Хищника пока что не видно, и чтобы его кто-то гонял, не видно. Возможно, из-за того, что здесь очень много малька, окунь наелся его и не захочет питаться. Но мы можем сделать длинные паузы на дне, чтобы его заставить клюнуть. Вот плотвичку вижу, такая плотвичка плавает. Ладошка меньше чуть, много плотвы. Видно, что здесь фидеристы сидели и прикормку поставляли. И вот напротив там еще человек сидит, ловит белую рыбу. Природа здесь очень красивая, мне нравится в печенегах. А белая гуляет, красноперка, плотва. Очень хорошо. Сейчас попробую ближе вдоль берега провести, попробовать. Может, он под берегом там стоит, там кустики такие. Интересные. А вот, друзья, я сейчас вижу вдалеке, как вроде бы как гоняет окунь. Сейчас, может, туда смещусь. Пойду попробую там. В самом-самом конце залива. Какие-то выходы.
Сейчас проверим лайт после ремонта. Как он себя ведет. Все четко работает. Первый заброс сделал. Посмотрим, что дальше будет. Пойду сейчас дальше на русло. Посмотрю, может, Андрюха точку надыбал. Пойду к нему. А потом уже буду сам искать, если он ничего не нашел. Лягушки расквакались. А вот и первый окунь. Клюнул. Маленький такой. Клюнул на Polaris Crazy Fish. На 1,5 грамма. Здесь очень много, друзья, малька. В толще прям стоит. Но окунь клюнул именно со дна. Сейчас попробуем повторить. Я буквально сделал заброс 2 метра от берега. Здесь хорошая глубина. 2 метра в берегу. Приманка коснулась дна, я подыграл, сделал паузу и сразу тюк. Очень сильный ветер и боковая дуга получается выдувает. Ловить очень некомфортно из-за этого. Сделал заброс по ветру вдоль кустов. Попробуем здесь. Раз малек стоит вдоль берега, то и окунь где-то здесь его должен пасти. Оп, была поклевка. Сошел. Конечно, сейчас активность окуня слабая, скорее всего, потому что он уже за день наелся. Мы приехали сейчас в 4 часа вечера. Будем надеяться, что будет какой-то вечерний выход. Он еще попитается. Хотя бы мы приблизительно поняли, где он держится. Он под этим мальком стоит. И вот здесь просто стена. Вот поклевка была. Тянул. Есть окунечек. Не крупный окунь. Но четко взял приманку. Такой матрос. Придавил ко дну. Четкая поклевка в руку. Кстати, он еще, друзья, не рестится. Молокой брыщет. Рыба рассредоточилась здесь среди этого малька. И стоит как и в самом берегу, так и за бровкой. Вот все поклевки в разных местах. Оп. Вот сейчас была поклевка. Ну, видно, ну, мелкий окунь. Не хватает размера крупного. Вес у меня стоит 1,5 грамма вольфрам. Ловлю со дна. Вот так вот пошевелил на дне кончиком. Сделал паузу 2 секунды. Пару оборотов катушки. Пауза. Пошевелил немножко. И окунь. А ну-ка попробуем немножко дальше сделать заброс. Глубину. Там уже забровка 4 метра глубины. Сейчас вот там попробуем. Опа. Сходит. Я его там раз задорил. Опа, клюнул. Почти вертикальная ловля, друзья, получается. Тут не один, я думаю, стайка должна стоять. Вот. Второй.
Видите, раззадорил и начал окунь ловиться. Ох, брызжет молокой вообще. Да иди ты. Они здесь не рестятся вовсю. Смотрите, опускаю на дно, шевельнул, вверх приподнял, паузу сделал. Опа, прям с-под сижи. Но опять же, размер весь такой меленький. Вот строго стоит под этой стаей малька малек, а под мальком окунь пасется. Опа, есть. Видите, один за одним клюет. Отвернись от меня, молокой своей брызжешь. Ух ты. Реально много, но мелкий. Обязательно делать на дне паузу перед тем, как подыграли. Опа. Иди сюда. Один в один. Нема крупного. Вот сейчас была поклевка прям на падение. Толще. И доел, есть. О, так это покрупнее немножко. Немножко покрупнее. Но тоже не гигантский. И молока сниму прям аж. Вот. Двойной подрыв, пауза. 2 секунды. Есть. Ого. Это, по-моему, покрупнее кто-то. Ага, ага, ага. Ух, какой. Свечки делает. Резвый. Смотрите. И молокой брызжет. Вот какой. Под самым берегом взял. Взял жадно. Оп, еще один. На том же самом месте, где и этот. Ух, резвый. Ну да, такой же окунь. До ладошки не доходит. Чи самка. Не брызжет, наверное, самка. Вот, видите, какой окунек. Приманку сейчас покажу поближе. Вот, Crazy Fish Polaris, цвет оливка. Я сейчас попробую поставить джигрих на лайт и попробовать подальше бросить. Вот. Приманку поставлю окуневую, а груз большой, джигрих, и закинуть подальше. Сейчас подберу какую-нибудь приманку. Поставил джигрих 8 грамм, палочку.
И поставил приманку, вот танту, маленькую танту. И сейчас попробуем сдалека пробить, получится или нет кого-то поймать. Посмотрим, куда оно полетит. Это все компактненькое. Полетело, я не знаю, метров на 70, наверное, улетело. Сейчас мы проверим, есть там рыба или нет. Ну, белая точно по нитке трется боками. Но здесь твердая, да и плюс палочка не проваливается. Только не знаю, будет ли клевать на такую оснастку окунь. Вот там вот на выбросе рыбу чувствовал, а здесь вот сейчас не чувствую, метрах 40 от берега. Вот опять как рыба. Какие-то стайки. Я по рыбе иду. Ого. Есть, друзья. 8 грамм. И окунь клюнул. Маленькая приманочка, 8 грамм. И смотрите. Сошел. Ну, тикт порвал губу. Приманка маленькая. Грузик как приманка размером. Вот интересно. Там стоит он там. Четкая поклевка. Все, он съел. Фрикцион у меня послабленный. Поклевку рыбы я почувствовал хорошо после ремонта тикт. Вклейка. Вот окунь был 30 грамм, я его увидел. Четко в руку пришла поклевка с дугой. Так что хорошо сделали ремонт. Ну вот я теперь, друзья, сомневаюсь насчет длинных палок. 2,70 я рыбачу в основном с берега на реке Северский Донец, где много веток всяких. И вот я такой, у меня же мнение такое складывается, что мне 2,50 будет достаточно. Половлю, может, со временем надумаю, продам тик-так, куплю что-то другое себе. Вот Golden Catch Inquisitor, 2,50 длина до 16 грамм. Я им половил, и очень мне это понравилось удилище. Ну-ка еще дальше попытаюсь. Шнур 0,7 у меня. Эксид 8-жильный. Сейчас метров на 80 пульнул. Немного даже по ветру получилось. Может, стоит еще даже попробовать приманку другую поставить покрупней. И рыбка, может, будет покрупнее ловиться. Опа, стукнул, есть. Но рыбка очень маленькая. Не буду спешить с вываживанием, чтобы не порвать губу. Ну, четко в руку, все пришло мне. Все тот же окунь, который клевал под берегом, такой же издалека. Вот он. Но уже на тикт-срам. Посмотрим, что там. Вот смотрите, друзья, этот, который издалека, без молоки. Ага, он с икрой просто. Я думал, может, там уже отнерестился, а тут не рестится. Но зато вот с таким грузом, вот вам решение ветра. 8 грамм, и все тот же окунь ловится.
Если тест удилища позволяет, ставьте палочки и ловите окуня на дальней дистанции. Вот поклевка в руку и все тот же окунище. Исход. Порвал губу. Удилище это не для мелкого окуня. Но клюет на том же месте. Пятачок, я вот его нашел. Я думаю, если сейчас поставить 3 грамма на финку и туда кидать, будет он ловиться. Я туда как раз 3 грамма смогу добросить. Сейчас еще попробую подальше запулить. Еще хотел попробовать укрупниться, приманку побольше поставить. Может кто-то, щеренок какой-то соблазнится. Ну-ка, сейчас я еще, да, сделаю немного забросов с крупной приманкой. 5 грамм и виброхвост 3 дюйма в лохе. Ну, попробуем ради интереса. Много мелкой рыбы. Много корма. Может, здесь где-то и щука пасется. По идее, должна быть. Наверняка она тоже наевшись здесь, так как хватает ей еды тут. Попробую какие-то дотяжки сделать. Толще половить ее. Мелкие щучки мне здесь частенько попадались. При ловле на ультралайт. И срезы были. Но хорошая не ловил я здесь ничего. Сейчас попробую обычной ступенькой со дна. С небольшими подрывами. Поставил 2 грамма и попробовал добросить до той точки, где у меня на лайт были поклевки. Вроде как почти добросил. Сейчас попробуем поймать кого-то. Вот и Андрюха раскусил фишку. 8 грамм, палочка джигрих. И окунь. Ну да, такой. Это у тебя еще покрупнее, у меня поменьше ловились. Это с икрой, наверное. Вот где-то здесь рыба должна быть. Здесь коряшка. Вот такой окунь ловится сегодня. Можно и так ловить вертикально. Заглот взял.
Посмотрим, что у нас тут за оснастка. Ух ты, молоко с него льется. Здесь палочка стоит, вольфрамовый микроджигрих и приманочка Polaris 1,8. Просто опускаем приманку и подыгрываем кончиком. Один подрыв от дна и секундная пауза. Опускаю под коряжку. Под которой он стоит. Его там много. Под мальком стоит, четко под мальком. Оп, есть. Сошел. Сходов много. Под коряжкой. Делаю один подрыв. И рыба на крючке. Вот так мы ее отпускаем. Не успел опуститься, а он уже там. Просто играю приманкой по дну и ловлю рыбу. Опа, сразу поклевасы. Да тут не знаю, это ж вольфрамовый микроджигрих, у него веса. Вес, наверное, грамм где-то. Определился фаворит. Вольфрамовый микроджигрих, North Island палочка граммовая и Crazy Fish Polaris 1,8 в оливке. В самых ногах клюет. Вертикальная ловля. Один подрыв и пауза. И рыба здесь. Вертикаль. Ловля. Уже 7 часов вечера, а окунь продолжает хорошо ловиться. Но нам уже пора домой. Устали мы от такой ловли, на каждом забросе поклевка и рыба. Рыба была не крупная, ловились окуня до ладошки, но поклевки были на каждом забросе. И в конце уже рыбалки я стал вертикально ловить под самой сижей. Нашел большую стаю окуня и пожалел, что не взял с собой подводный бокс, так бы можно было снять поклевки окуня. Ну а пока что клюет, Андрюха там долавливает последнего окунька.